Друзья, здравствуйте! Что было в вашей жизни первое досуговое, что вас заинтересовало? Пираты, динозавры, Шрек, может быть египетские пирамиды, мумии или Бермудский треугольник? И ничего страшного, если это была какая-то одна из этих вещей, или, быть может, сразу все, или по порядку в этом перечисленном мной списке. Но дело в том, что, скорее всего, в этом списке рано или поздно появилась нечисть. Вы впитывали эти образы из той культуры, в которой росли, и сегодня, друзья мои, мы поговорим с вами о том, почему мифология и нечисть ейная сидят в нашей крови, чем отличаются персонажи, какие они бывают, и вообще мотивы, какие истории. И вообще мы с вами ответим на философский вопрос: зачем нам нечисть сейчас? Вот лично нам, тебе и мне, зачем нечисть? Ну, если вы росли в славянской культуре, как и я, то в этом вам помогали сказки и их персонажи. Все вы знаете Бабу-Ягу, колдунью, которая живет в лесу, обладает магическими способностями, и в зависимости от сказки, ситуации, она может как помогать путникам и героям истории, так и противоборствовать им, чинить всякие пакости и вред. Вы знаете Лешего, духа леса, хранителя природы, который может быть добрым, а может быть и злым, если неуважительно относиться к нему или к его владениям. Он может запугать людей, направить на них злых волков или стаю ворон, если его разозлить. Домовой. Мы по сказкам знаем, парень, ты не злой. Куда же без него? Дух дома, который заботится о жилище, тоже может пакостить, а может помогать. Ну, яркий пример — дядюшка Ау. Но есть и Кикимора, за которую дядюшка Ау пытался себя выдавать некоторое время, пока не понял, что он добрый и варить в кипятке детей он не умеет. Кикимора — это злой дух дома, который пугает жильцов и наводит беспорядок. Часто ее появление связывают с бедствиями и болезнями. В славянской мифологии также присутствует персонаж русалка, которая сидит на ветвях, как мы все знаем, но от стандартного понимания европейской русалки она, конечно же, отличается. Вий. Нельзя не вспомнить Вия, этого персонажа, которого не придумал Николай Васильевич Гоголь, но использовал в своем бешеном фандоме для раскочегаривания умов крестьян, и не только крестьян, а в основном, конечно, тех, кто умел читать. То есть зловещий персонаж, настоящий гад, появляется много где на самом деле, но у него нет какого-то конкретного образа, кроме того, который предложен Гоголем и, пожалуй, используется как официальный. Поднимите мне зарплату! Заметили ли вы, что общего у этих персонажей? Не у всех, но у большинства. Они могут быть как добрыми, так и злыми. Их возможности и их пространство в мифологии очень велико. Оно варьируется от региона, от локальных поверий, но есть некий общий лор, в рамках которого существует, сохранен единый концепт существования всех этих вот участников конфликта. Любимый вопрос на моем канале, хотя это скорее всего и первый выпуск, который вы смотрите, но тем не менее вот такой вам спойлер. Почему? Потому что. Почему они могут быть разными, злыми или добрыми? Дело в том, что персонажи нечисти в разных культурах олицетворяют древние страхи, природные силы, неопознанные аспекты мира. То есть создание концепции нечисти для человека стало инструментом познания мира. Послушайте, например, европейскую мифологию, с которой вы наверняка также знакомы. Ну, вампир, кровососущий монстр, часто связанный с бессмертием, ночными охотами и сверхъестественной силой. Ну, особого внимания заслуживает оборотень, который показывает темную сторону человека, превращаясь в зверя под воздействием лунного света, хотя, казалось бы, это тот же самый солнечный свет, отраженный от поверхности Луны и упавший на Землю. Но по этому же принципу и вампир в зеркале отражаться должен, однако ему похер, клал он на ваши законы физики. Ну, то есть европейская нечисть формировалась как будто в результате христианского влияния, и ее персонажи часто разделены на добро и зло.
Ну вот дальше, например, по списку. Гоблины, злобные существа, живущие в пещерах или под землей. Они мелкие, пакостные, часто представляются хитрыми и жадными. Демоны, злые духи, связанные с адом и дьявольскими силами, часто изображаются как искушающие людей и приносящие страдания. Наверняка вы слышали про банши из ирландской мифологии. Это дух, который своим криком предвещает смерть. Ну, отдельно пункт 1, пункт 6, граф Дракула. Нихуя себе персонаж. Стойте! Если вы звонили и вы были в автобусе, то кто же тогда мигал светом? Граф Дракула! Это классический пример аристократического вампира, взятый из румынского фольклора и многократно переработанный в западной культуре. Ну, персонажи, я думаю, заметно совершенно другие. Такой уж список попался, но эти персонажи получили возможность быть добрыми уже в современной культуре. При этом реально современной, в пределах последних 30-40 лет, когда мы как человечество начали говорить о чувствах, искать нераскрытые драмы, думать над мотивациями, и нам захотелось наделить тех или иных бесчеловечных персонажей человеческими чувствами. Давайте чуть прикинем исторический контекст появления этих персонажей в своих регионах. То есть возьмем, например, страны Балтии, Восточной Европы до Урала. Да? Плодородные земледельческие места, преимущественно равнинный рельеф, относительное спокойствие катаклизмического характера, то есть нет вулканов, не было наводнений каких-то грандиозных, но есть некоторая жизнь. С лесами, полями, урожаями, неурожаями. Возьмем обычную Европу, центральную и, например, скандинавские страны, рельеф ухабистый, страны разделены природными препятствиями, места не так много, катастрофы. Например, чума, даже вулканы извергались, Тейда или Стромболи, и становится вполне явным, что насколько сложная может быть жизнь у людей в этих местах, настолько простыми в своем исполнении могут быть тамошние вурдалаки, ну или, конечно, наоборот. Но заметно, что в бескрайних славянских лесах намного больше места для того, чтобы в них умещались и добрые духи, и злые, а в европейских замках духам приходится делить территорию с людьми, поэтому они представлены более однозначными и, может быть, даже более конфликтными. Но идем дальше. Латиноамериканская, североамериканская культура. Ла Llorona – дух женщины, которая плачет по своим утонувшим детям. Она бродит по рекам и озерам, унося с собой тех, кто приближается к воде. Чупакабра – мифическое существо, якобы выпивающее кровь скота. В Латинской Америке и южных штатах США считается зловещим кровопийцей. Эль Диабло – фигура в мексиканском фольклоре, который обманывает людей и искушает их. Такой puta. Типичный Эль Диабло. Something terrible. Окей. Эль Диабло. Типичный дьявол. Фигура дьявола в мексиканском фольклоре, который искушает людей и доводит их до греха. Скинвокеры — это часть североамериканской культуры, культуры Навахо. Шаманы, способные превращаться в животных и использовать магию для темных целей. Бугимен — страшное существо, которым пугают детей в Северной Америке. Часто оно не имеет определенной формы, но символизирует неизвестные опасности ночи. Что мы можем здесь наблюдать? В основном те же духи и существа, переработанные, но связанные со смертью или кровью, то есть это злые существа. Но наверняка вы слышали и про дальневосточных относительно какой-нибудь Москвы
существ. Они, японские демоны-людоеды, часто изображаемые с рогами и красной кожей, они олицетворяют хаос и разрушение, но иногда могут служить в качестве стражей подземного мира. Юрей – духи умерших, которые не обрели покой. Чаще всего это женщины в белых кимоно с длинными черными волосами, которые появляются, чтобы отомстить или напугать тех, кто их обидел. Каппа – водяное существо, похожее на черепаху с лягушачьими чертами, живет в реках и озерах, может быть как опасным, так и безобидным, в зависимости от того, как к нему относятся люди, и обладает странной слабостью. Если вылить воду из его башки, из головы, я уж не представляю, как оно выглядит, но картинку я постараюсь вставить. В общем, это существо становится беспомощным. Но пытались ли вы когда-нибудь интересоваться африканской культурой, африканской мифологией, африканской нечистью? Что в вашем представлении может быть там? А в странах Азии, например, центральной? Мне вот было очень интересно. Ну так, пара примеров. Южная Африка. Токолосе. Злой дух или демон, маленькое существо, которое может нанести вред, например, вызвать болезни или смерть. Его вызывают с помощью черной магии, и он может быть использован для мести. Я предполагаю, что в этом деле активно участвуют шаманы местные. Мами Вата. Западная и Центральная Африка. Богиня воды. Она может быть как благосклонной, так и опасной, и ее считают символом богатства и магии, но встреча с ней обычно ассоциируется с предсказанием несчастья, с некоторым нехорошим событием, которое случится с человеком. А в странах Центральной Азии и Ирана, сейчас вы удивитесь, дивы, это Иран, Афганистан, злобные демоны в персидской мифологии, которые борются с силами света. Слушайте, я загибаю пальцы. Они представляют зло, ложь, разрушение и часто сражаются с героями, которые стремятся к справедливости. Албасы, Узбекистан, Казахстан, духи или демоны, которые могут быть женскими или мужскими. Эти существа часто нападают на людей ночью, вызывая у них болезни, похищая их души, согласно мифологии, или просто пакостя. Давайте подведем некоторый итог. Славянская нечисть часто связана с природными явлениями. Леший и домовой, да, могут быть полезными, могут быть вредными в зависимости от уважения, проявляемого к ним. Славянские персонажи часто имеют двойственную природу. Закрепили в катарсисе. Вот. Хорошо, это надо закрепить, зазернись в катарсисе, да. Европейская нечисть зачастую носит более мрачный и демонический характер, отражающий борьбу добра и зла. Оборотни, вампиры, демоны олицетворяют страх перед злом и сверхъестественным. Европейские существа, такие как упомянутые выше сволочи и гады, представляют собой зло, связанное с потусторонними силами и проклятиями, с чем-то неподвластным человеку никак. Не просто с природным миром, с которым человек взаимодействует. Они олицетворяют собой страх случайности, страх неизвестности, того, что за углом поджидает кровопийца или ведьма нашлет проклятие, и вся семья будет страдать от поноса до скончания веков. Вот. Вполне здоровый рабочий помет. По-моему, вполне здоровый. Да? А по-моему, совершенно бесформенный и отвратительный. Еще неделю в карантинной зоне на активированном угле. Латиноамериканская и североамериканская нечисть часто несет в себе трагические истории и легенды о возмездии, а также включает мифы о существах, связанных с темными ритуалами. И мотивация, в страхе перед этими персонажами у людей обычно связана с нарушением моральных норм или природных законов. Латиноамериканские существа нередко несут социальный подтекст, многие из них отражают трагические или моральные истории. Та же Ла Llorona, которая потеряла детей из-за своего греха. Японская нечисть часто связана с духами умерших и природными явлениями. Это водяные духи, демоны леса, демоны гор и... Так же, как и в общей концепции взаимодействия человека и природы, эти демоны и духи могут быть как разрушительной силой, так и защитной силой в зависимости от контекста. Африканская нечисть часто ассоциируется с магией и природными стихиями,
тоже вода, которой всегда недостает. Центральноазиатские и иранские существа олицетворяют борьбу между силами буквально добра и зла и часто имеют некую загадочную природу, маскировочность, переобувание, переодевание в что-то знакомое человеку в поджидание в неизвестной обстановке и в самом неприятном месте, которое только может придумать для себя потерпевший, скажем так. Все эти мифические существа отражают страхи и верования народов, связанные с природой, смертью, духовным миром, моральными вопросами. В каждой культуре, это, конечно, важная роль, это всегда какие-то истории, это уйма книг, уйма легенд, баллады, я не знаю, все что угодно, песни. Эти элементы культуры, накопившиеся годами, помогают людям осмысливать таинственные необъяснимые явления и поддерживать определенные нормы и ценности своей жизни. Этим же вопросом в целом занимается и религия. Но, например, моя самая любимая мифология, знаете какая? Якутская. Но я разделяю. Я обожаю славянскую, кельтские мифологии и весь мой ведьминский вайб, естественно, там. Но духовно меня волнует больше всего якутская. Сейчас расскажу почему. Это действительно богатая и уникальная система верований, наполненная мощными духами и силами природы. Но я сейчас приведу некоторый список из персонажей основного пласта якутской культуры, а потом мы с вами посмотрим, в чем же их особенность. Ну, например, Артойон или Артоен. Главный бог Демиург, создатель мира и людей. Масштаб сразу запоминайте. Он олицетворяет свет и добро, управляет небесным миром. Часто считается верховным божеством. Вот видите, у них духи, а у нас Абы-Харысых. На русском языке не всегда просто найти правильное произношение, но это злые духи или демоны, которые живут в нижнем мире. Они приносят несчастье, болезни, смерть, и, вообще-то говоря, их нужно избегать. Они могут быть вызваны поступками человека, а могут прийти совершенно случайно и внезапно. Кбей-Кыс – божество или дух, который живет на границе между мирами живых и мертвых, и она может быть проводником между этими мирами. Осталось двое. Аланха – дух, который присутствует в природе и символизирует силу жизни. Он защищает мир живых и помогает людям, даруя здоровье и процветание. Ну и, конечно же, шаман. Нормальный шаман, человеческий удаган. Посредник между людьми и духами, который использует ритуалы и магию для общения с миром духов. Шаманы якутов — это вообще, наверное, самая известная фигура, которая проникла из якутской мифологии в мифологии другие, в том числе в славянскую. Ну, то есть мы же знаем о шаманах, правильно? Вот, они способны лечить людей, защищать, насылать порчу. Что мне очень нравится в этой вот мифологии? Есть мир живых, есть мир духов и есть природа. Все. Якутская мифология тесно связана именно с природой, жизнью в суровых условиях Сибири. Духи и боги якутов олицетворяют мощь природных стихий, и их влияние на человеческую жизнь акцентирует особое внимание на хрупкости человеческой жизни и на ее ценности. И, конечно, эта мифология, как и другие анимистические традиции, подчеркивает необходимость уважения именно к природе. Ну, наверное, стоит порассуждать, да, а когда люди вообще начали задумываться о духах, о вот этом вот всем, что объясняет необъяснимое с точки зрения времени человека, который придумывает духа, явления и эффекты, в том числе природные или социальные. Ну, разные источники утверждают разное, но в среднем можно положить, что на самом деле очень древняя как мир. Простая, как сатиновые трусы. Истории, легенды, они не возникали как бы на ровном месте, и всему этому так или иначе предшествовали какие-то события, какие-то явления. Объяснить грозу, ну пойди попробуй, когда у тебя из всего, что есть под рукой,
кость да мертвый мамонт. Невольно становишься заложником ситуации. Люди были суеверны на протяжении всей своей истории, они остаются суеверными. Вот, пожалуйста, дом издает странные звуки. По-моему, это достойно охотников за привидениями. Охотника за привидениями вызывали? Настоящего? Да, я вызывала. О, да! Что да? На? Привидение у вас тут зашкаливает. Ну как это было на протяжении всей истории человечества? Люди, они говорят, люди иногда пишут, иногда умеют читать. Это не так интересно. По-настоящему интересно стало, когда люди придумали фотографию. Потому что изображение, которому вы склонны доверять в силу его физической и научной оправданности, оно не может врать. Но люди придумали фотомонтаж. Люди придумали спецэффекты. Они использовали их во время выступлений на сцене, играя с тенями, с зеркалами, с углами, тем самым формируя некоторый образ духа или привидения. И для многих людей, например, первый раз посетивших или посещавших эти представления или спектакли, подобные выходки со стороны организаторов заканчивались культурным шоком. Но по-настоящему большой масштаб, культура вообще всей нечисти, возьмем сейчас, начала приобретать в конце 19 века, и привидения лютуют, продолжила во второй половине 20 века. Интерес к нечисти привел к появлению исследователей паранормальных явлений, многие из которых оказывались шарлатанами. Некоторые нарочно, некоторые случайно. Казалось бы, объяснить или зафиксировать присутствие духов или призраков – нетривиальная задача. Буквально в одно предложение. Вы их не видите, значит их нет. Но согласитесь, что это утверждение совершенно не удовлетворяет жаждущую фантазию слушателя, зрителя или кого бы то ни было еще. Но почему? Жизнь стала слишком спокойной? Не знаю, может быть. Однако научное сообщество все же скептически относится к этим всем экспериментам, и доказательства существования нечисти и паранормальных явлений обычно оказываются скорее доказательствами отсутствия наличия паранормальных явлений, чем их присутствия. Давайте пробежимся с вами по некоторым классическим проявлениям культуры, возникшим в конце 20 века. Поговорим про мои любимые фильмы. Это, естественно, Дракула, снятый в 1992 году по роману Брэма Стокера, Фрэнсисом Фордом Копполой. Это «Заклятие», 2013 год, фильм о паранормальных явлениях и демонах, основанный на расследованиях таких персонажей, как Эда и Лоррейн Уоррены. Это «Вий», советский фильм 1967 года, основанный на повести Гоголя, уже упомянутого. Можно сюда приписать, в принципе, и Ван Хельсинга из начала 2000-х. Это вообще фантастический боевик, где охотник на монстров с лицом Росомахи сражается с Дракулой, оборотнями. «Сонная лощина», мистический фильм Тима Бёртона конца 20 века о всаднике без головы, который олицетворяет сразу многие потусторонние силы и страхи людей. Паранормальные явления, тоже классика классики. Это псевдодокументалистика, то есть духи, привидения, все это уже подается как правда. И никто не говорит, что этому не надо верить. Silent Hill, дай бог каждому, не дай бог никому. Фильм, основанный на одноименной игре, между прочим. Фильм «Изгоняющий дьявола», естественно, классика тоже жанра. И фильм, породивший один из самых знаменитых мемов человечества. Бонусом на сдачу фильм «Блейд». История о полувампире, получеловеке, который борется с вампирской нечистью. Нельзя не поговорить про игрушки компьютерные. Это, естественно, серия The Witcher.
где тема демонов, монстров и существ вообще вынесена на передний план. Все так или иначе строится вокруг мира, наполненного демонами и существами. Сюжетообразующее явление наличия персонажей в мире, потому что не было бы утопцев и гулей, не было бы, собственно, и Геральта из Ривии. Серия игр Resident Evil, зомби, биологические эксперименты, армия нечисти. Серия игр Diablo в жанре фэнтези, сражения с демонами, нечистью в подземелье, Bloodborne, Dark Souls, Castlevania, Outlast. Все эти произведения искусства так или иначе позволяют зрителю или игроку подтвердить существование привидений, нечисти в этом мире, но подтвердить безопасно, проверив это не на своей собственной шкуре, а на шкуре какого-нибудь персонажа, за которого человек играет. Давайте, в общем-то, вернемся в самое начало и закончим, да, ответим наконец на вопрос, ради которого мы здесь сегодня собрались, в общем-то, да. То есть, когда вы еще малы, ваш мир полон чудес. Он полон магии, иллюзий, знаков, таинственных существ, смыслов, потому что вы этот мир не знаете. Вы получаете постепенно, поэтапно или, может быть, разом элементы культуры и примеряете их на свой мир, на свою маленькую жизнь, что у вас получается очень удачно, потому что, потому что вы даже время не умеете еще чувствовать. Для вас есть утро, когда нужно идти в детский сад по холодной темной улице. Для вас есть ночь, когда нужно ложиться спать. И для вас есть лето, когда нужно и можно быть у бабушки в гостях. И с возрастом все эти оборотни, вампиры, привидения, домовые и Чубайс и другие несуществующие, ненастоящие персонажи покидают вашу жизнь так, как будто они самые настоящие. Вы забываете о них, вы оставляете ваши страхи, даже не страхи, а интерес, вот этот азарт юного исследователя, вы его оставляете. И я хочу вас спросить, а зачем? Разве наш мир недостаточно скучен, чтобы не позволять в нем существовать, например, привидениям? К сожалению, мир не скучен, мир жесток. И его жестокость — это очень скучно. В какой момент в вашей жизни вы забыли про привидений? Скорее всего, вы даже не начали тогда считать себя еще взрослым человеком. У вас просто появились другие дела. И это неплохо, не цель упрекнуть, а напомнить лишь, что только вы вправе решать, насколько волшебной может быть ваша жизнь. И каким сказочным, былинным или мифологическим созданием в ней есть место. Беда этого мира в том, что он слишком серьезен. А между тем, именно все глупости на земле делаются с этим выражением лица. Спасибо. Подписывайтесь. Пока.